Когда я паковал чемоданы до Мексики, то думал, что лечу в страну, где нельзя выходить на улицу, где повсюду наркокартели и меня непременно ограбят или убьют. Ну потому что Мексики опасно везде. Ведь столько историй про выкуп людей из плена мексиканского картеля. Но оказалось, что столица Мексики, Мехико-Сити, это современный красивый город с красивой архитектурой, оставленной испанцами. Здесь есть уютные европейские кафе, рестораны, необычные магазины на любой вкус. Здесь же самое необычное метро, которое я когда-либо видел, и самое большое количество музеев, театров, выставок и различных уличных шествий, празднования Дня мертвых и шествия настоящих зомби. В этом влоге мои впечатления о Мехико за 80 дней жизни как местного жителя и интересные факты о Мексике, которые вы точно не знали. Погнали! Мехико-Сити находится на высоте 2220 метров над уровнем моря. Для сравнения, Москва всего 156 метров, Сочи 65 метров. Из-за этого здесь у многих болит голова, и первые месяцы жизни из-за непривычного атмосферного давления слабое состояние. И, конечно же, здесь появляется горная болезнь и одышка, даже если вы вообще ничего не делаете. Мехико-Сити — это столица Мексики и крупнейший город мира. Население Мехико в пределах федерального округа составляет 22 миллиона человек. Это 9-я агломерация на планете. По густоте населения Мехико — это вторая зона мира, которая уступает лишь только японскому Токио. Здесь больше всего в мире потребляют питьевую воду в таре, потому что здесь нет чистой воды и открытых водоемов. А те, что остались, продолжают, к сожалению, уходить под землю. Раньше Мехико выглядел так. Да, почти как Венеция с каналами, которые пронизывали весь город. Вот здесь должна была быть вода, но испанцы при колонизации здесь все сушили, все каналы. Вся вода ушла под землю, в подземные резервуары из-за геологических изменений в карстовой почве. По сути, Мехико-Сити построен на озере, и он постепенно тонет. Некоторые районы погружаются со скоростью до 10 сантиметров в год. Из-за этого в Мексике очень подвижная почва, и землетрясения здесь чувствуются гораздо сильнее. Большинство зданий укреплены специальными стальными арматурами, которые предотвращают обрушение зданий. И есть даже целый сезон землетрясений, к которому местные жители уже привыкли. Его пик выпадает на дату 19 сентября в 12 часов 19 минут. И это мистическая дата. И вот почему. 80-е годы запомнились Мексике сильнейшим землетрясением в ее истории. Дома обрушились, и множество людей, к сожалению, погибло. 19 сентября 1985 года был днем траура, и Мексика помнит эти ужасные события. Но интересно то, что каждый год точно в 12 часов 19 минут включается учебная тревога, чтобы не забыть о прошлом. Но однажды в 2000-х годах люди перестали придавать этому звуку значение. Но оказалось, что это не шутка. Именно 19 сентября в 12 часов 19 минут землетрясение происходит снова и снова, словно по расписанию. Мистика Мексики, по-другому я это объяснить не могу. В прошлом году, кстати, амплитуда землетрясения достигла 7,8 баллов, и это было снова 19 сентября в то же самое время. В этом году, к счастью, все обошлось, по тревоге вышли все, кроме меня. Самое крупное на планете кладбище доисторических рептилий, да, находится именно здесь, в мексиканской пустыне Чиуауа. Причиной вымирания динозавров 65 миллионов лет назад стал метеорит, который упал в месте, где сейчас находится город Чиксулуп, на побережье полуострова Юкатан. Часть Мексики, известная как полуостров Юкатан, описывается еще со времен конкисты. Один из испанцев спросил у индейцев, как называется это место, и услышал в ответ «Юкатан». Но он понятия вообще не имел, что туземец ему просто ответил «Я ни черта вас не понимаю». Но Юкатан стал Юкатаном. Начать свое знакомство следует с замка Чапультепек, который находится здесь и был когда-то резиденцией губернаторов. Это, кстати, один-единственный замок, построенный на всем американском континенте. Этот замок находится в парке Чапультепек. Он расположен в конце проспекта. Парку Чапультепек более 800 лет. Это огромная территория с вечно зеленым лесом, системой каналов и озер, которые еще во времена Ацтекской империи являлись источником питьевой воды. Здесь же есть бесплатный зоопарк, в котором собрана фауна Латинской Америки. Ой, божечки, как тут красиво! Это же алоэ! Он просто гигантские!
И родились первые гигантские панды, которых сюда передали в 1975 году из Китая. Это, кстати, первые панды, которые родились в искусственных вольерах за пределами Китая. Но они, судя по всему, спали, когда я посещал зоопарк. Зоопарк Чапультепека мне напомнил мультика из Мадагаскара, где животные, знаете, такие работали в зоопарке, демонстрируя себя перед каждым посетителем. Здесь все ровно так же. Как только ты подходишь к вольеру, животные будто понимают, что вот пришли зрители и надо себя выгулить прямо перед ними. Ляпушки, черепашушки. Тут вообще нету никакого электрического забора. Ну что, ты думаешь, оттуда гиена вот так вот не выпрыгнет сюда? Мне кажется, вообще изи. Ну я был бы вот гиеной, я бы вообще изи бы это сделал. Гиппопотам — самое страшное животное в Африке. Бегемота, я пытался тебя выманить разными звуками, но ты не выманиваешься. О, это что, твои сородичи, Вась? Такие же прекрасные. Я альпака, извините, или лама, в конце концов, но никак не горная коза. А, ну, кстати, да, ты больше альпака. Ты такая, такая. Злая киска. Барсик. Какой у тебя хвостик. Ты можешь постоять, чтобы тебя разглядеть там? Молодой человек. Да, белый тигр, охренеть. Ты прям ходишь с утра до вечера и позируешь здесь, да? Работа такая. И когда тебя просят привезти сувениры. Просто привозишь сувенир. Климат и погода в Мехико. Город Мехико со всех сторон окружен горами и вулканами. Здесь преобладает при этом влажный субтропический климат, а среднесуточная температура в январе составляет 14 градусов плюс по Цельсию, а в июле 17 градусов по Цельсию. Все, что вам нужно знать вообще в принципе о дневной погоде Мехико, это разброс от 20 до 27 градусов и плюс-минус 3 градуса с каждой стороны. Большая часть дождей приходится на летние месяцы. Плата за лето в Мексике. Каждый день идет дождь. Не просто дождь, а прям иногда херачит ливень. Сейчас он еще маленький, но через минутку может смениться гигантским ливнем. В городе очень плохая экологическая обстановка и сильная загазованность. Сильный смог над Мехико — это здесь вообще обычное явление. Архитектура Мехико. Это живая хроника истории, которая отражает дух каждой эпохи от древних времен до современности. Мехико вообще не похож ни на что и на все сразу одновременно. Здесь можно обнаружить и останки ацтекских храмов, такие как Темплар Майер, рядом с которым возвышаются колониальные соборы в стиле барокко и неоклассицизма, например, величественный Метрополитанский собор. Мехико также известен своими постройками в тенденциях европейских архитектурных стилей. К примеру, Дворец изящных искусств Палаццо де Беллас Артес, который является одним из самых значимых культурных центров Мехико. Современные постройки, такие как башня Тор Мейер и Тора Реформа, показывают стремление Мехико к небесам и технологическому прогрессу. Эти небоскребы — символы современного Мехико. В одном из них есть, кстати, квартира у Вероники Степановой. Я буду учить вас, как пукать незаметно. Архитектура Мехико — это вообще уникальное сочетание разных эпох и культур. Здесь есть и Москва, и Питер, и Париж, и Прага, и Испания. Здесь вообще каждое здание, каждая эпоха вносит свой вклад в общую картину. Все это создает неповторимый облик одного, наверное, из самых захватывающих городов мира, которые лично я видел. Отдельное внимание тут заслуживают балконы мексиканцев. Мексика — это, мне вообще кажется, столица балконов. За счет того, что здесь температура Мехико от 20 до 27 градусов круглый год, то балкон для мексиканца становится зоной вечернего чилла. И на каждом балконе вы можете увидеть и встретить невероятные растения, которые вот обычно я видел только в горшках на подоконниках в России. Очень необычный, симпотный дом. Смотрите, у кого-то прям просто вот отдельно большое патио выделено, а у всех просто маленькие балкончики. Собаки. Если столица с кошек — это Стамбул, то Мехико — это столица собак. Здесь живут 4 миллиона собак на 22 миллиона жителей. У некоторых жителей, кстати, есть по 2 и даже по 3 собаки. Конечно же, здесь созданы все условия для содержания питомцев. Бесплатная еда и питье у каждого ресторана или кафе. Специальные парковочные для собак у магазинов. Ты пса не забыл? Ты так радуешься, а он ушел, а ты радуешься, а он развернулся и пошел.
большие магазины со всем необходимым для ваших питомцев. Хозяева пришли и дают своему питомцу потестить лежанку. Блин, так мило вообще. Он выбирает себе лежанку. И свои собачьи спа и барбершопы. Да, вы не ослышались. И прикольно, что все открыто. Вот я просто иду и могу посмотреть, что животных там не мучают. Блин, она кайфует, мне кажется. О, Тидо. Это просто милота. И финал – это детский сад для собак. Представьте, что вы уходите рано утром на работу, отдаете своего питомца в детский сад, и он, пока вы работаете, тоже работает и обучается различным командам. Гуляет, играет, учится подавать лапу или приносить тапочки. А вечером вы идете с работы, забираете своего питомца и идете вместе домой ужинать. Оба уставшие и довольные от того, что сейчас вы будете смотреть влог киборга. Ну, красота же. Вот это вообще, конечно, супер дрессировка. Смотри, это поймала, отдает другой, это приносит, эти пожаться. Гениально, скажите. Интересно, а в этом городе, раз здесь живет 4 миллиона собак, существует? Ну, вот есть типа киднеппинг, а есть вот, наверное, там догнеппинг. Есть такое, существует же, наверное? Также можно украсть собаку, потом требовать за нее выкуп. А, это какое в Дикаге было? Ну, типа, да, ну вот смотрите, вот здесь реально здесь 4 миллиона собак. А собака это, ну, друг человека. Если ты берешь собаку, это, ну, часть твоей семьи. И у тебя ее украдут. Ну, конечно, ты будешь платить за нее выкуп и все что угодно. Интересно, здесь такая штука процветает. Сколько стоит жить в Мехико? Но вот эта квартира, которую я снимаю, она трехкомнатная, обошлась она мне от 1200 до 1600 долларов, если арендовать через Airbnb. Пытаемся с Артуром разобраться, как открыть этот сейф. Мы вскрыли этот сейф, а тут нахрен пусто. А вы, конечно, долго открывали этот сейф. У нас здесь своя чилл-зона. Это же камера пыток. На маркетплейсе Фейсбука можно снять квартиру и за 800 долларов, но, к сожалению, такие квартиры, как правило, будут без мебели. С октября по декабрь здесь цены на жилье вырастают в 2, а иногда даже в 3-4 раза. Это связано с самым популярным праздником в Мексике – День мертвых. Я не знал про этот факт и пролетел с арендой квартиры, мне пришлось втридорого искать квартиру. Но есть и лучший вариант решения этой проблемы. Можно будет уехать, например, в спальный район за 10-12 километров от Мехико, там достаточно безопасно, и там недорого можно снять жилье. У меня за 3 месяца жизни ушло порядка 5000 долларов. Да, это большая сумма, и большая часть этих денег, конечно же, съела аренда. 45 дней буду жить в этой шикарной квартире, и обошлась она, кстати, мне очень дешево. Всего лишь 2000 долларов за 45 дней. Да, охрененно! Вид просто на... Вау! $1 000 000! В общем, меня переполняют эмоции, ребят. Но, блин, это кайфово. Ты что, серьезно? Допустим. Шиш. А ты что надеялась найти? Клад. Маньяк, он с той непонятной двери не выйдет сегодня ночью. Это единственная дверь, которую мы не смогли открыть в квартире. И она на глубину всего вот этого шкафа. За этот дом с сокровищами, если клянусь, мы что-то здесь можем 100% найти. Тут не простой человечек вообще жил. Тебя не смущает, что здесь сейф? И что там за комната вот эта вот? Блин, ну я надеюсь, там нет маньяка. Комната жесткая. Почему она завешена вот здесь такой вот пленкой? Да, ее можно чмошной? снять, потом обратно приклеить, это не проблема. Ну так, сука, интересно, может, с той стороны дверь открывается. Там реально челы туда выходят, как из этой, как фильм с бензопилой, помнишь? Да. На событиях. Да. Я охуею, честно, жестко. Я вот этого и боюсь. Ну, Зачем вы нас пугаете? Вы специально нас пугаете? Алло, нам здесь, мне вообще-то здесь жить 45 дней. Алло. В том случае, если я проснусь. А шахта для пыток вас не смущает? Там просто старая мебель, которая не влезла, ребят. Тут место дохуя все влезло. Старая мебель. Короче, они проходят. Это не я. Это ты, Вась? Хороший спецэффект. В этой квартире, знаешь, только сейчас нахуй открывается так. Это на самом таком моменте, короче, что он, блядь, ее хотел расчленить. Вот нахуй. Стоимость продуктов здесь дороже в 5 раз, если мы будем сравнивать со стоимостью продуктовой корзины с Москвой. Ролик о стоимости продуктовой корзины вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Еще здесь из интересного можно купить
Кактус. А мы переходим в район Рома-Норте. Район Рома-Норте в Мехико — это культурный рай для любителей искусства, истории и кулинарии. Он известен своими зданиями в стиле арт-нуво и арт-деко. Рома-Норте вообще привлекает художников, писателей, музыкантов и создает уникальную атмосферу в этом районе. Этот район славится своими кафе и ресторанами. Их здесь действительно большое количество, и если вы очень привередливы, то вот вам именно в Рома-Норте для того, чтобы попробовать все различные блюда мексиканской кухни и максимально безопасно. Здесь также есть галереи и большое количество музеев. Но если вы хотите активной ночной жизни, то в Рома-Норте большое количество баров и клубов. Клубы Мексики, какие они? Пойдемте посмотрим, как отдыхают местные мексиканцы. Я киборг, ты позер. Я вообще-то блог снимаю. Конечно, равно. Я главная звезда твоего блога. Идем на разъем. Страх остаться одной. 8 вечера. Как тебе местный клуб? Мне очень нравится. Здесь нет никого, кроме Такая любовь, как и тебя, наверное, кто стрелять будет первым. Остались кружки, оставляем. Знаешь, он не такой, я не привыкла жизнью жить спокойной, простой. А может, это счастье, я сдалась, отдалась, а ты вернешься снова. Я для тебя игрушка, когда скучно, больше не получишь. Хочешь без любви, ищи себе, пожалуйста. Рома-Норте особенно популярен среди ЛГБТ-сообщества благодаря своей открытости и принятию разнообразия, что делает его местом встречи и празднования для людей всех ориентаций и идентичностей. Мексика очень достаточно гомофобная страна. Типа центр, есть определенные районы, но если уезжать в другую часть города, мне сказали, что там условно, типа, в ОДФ показывался людей, могут убить на полном серьезе. Что туда лучше прям вообще ни в коем случае. Я ребят. Мы же с тобой здесь были, йоу. Так, куда мы зашли? Мы сейчас шли, повернули с центральной улицы и повернули... Ну, как русскоязычно называют, здесь это гей-квартал, а так вообще называется Зона Роста. Но это реально гей-квартал. Посмотрите туда. Да, вот тут витрины достаточно посмотреть. Район популярен своими секс-шопами. You were in Vietnam, right? Serious? Yo, wow! How are you? Good? I'm Mexican, so I'm visiting my family. Кто это был? Это мальчик, мы с ним хорошо общались в Тиндере в Вьетнаме. А часто отдыхали в одном клубе, танцевали, как две роскошные шлюхи. Ну это типа моя драг-подруга была в Вьетнаме. Вау, очень красиво, да. Ой, девочка, какая съемка скандальная. Уф, была. Она стропнула деда бледного. Что? Пропаганда, уберите это. Это пропаганда, уберите. Согласна. Ты можешь вообще ничего не говорить. Поражает, знаешь, такое, друзья, что шопы в открытом абсолютном формате. Ну Типа, подожди, блядь, может, ничего не маленький. скрывается просто. Сейчас, наверное, набегут мамки и будут А не говорить. надо, это хорошо, господи, друзья, мы должны любить себя с разных сторон, абсолютно, я считаю. И в этом нет ничего стыдного. Секс — это нормально. Хэштег. Секс — нормально. В то же время Яна идет, блядь, к азиату, там 9,80. 9,7. Ну вот и проверишь и статистику. Ну, необычного, просто пенис переходит радужную дорогу. Вообще вырви глаз улицу. Так, да, смотрите, тут вообще одна сплошная, как бы. О, тут вообще что такое нарисовано? Куда смотрит полиция? Почему она никого из них не арестует? Целую, мать его, улицу. Слушайте, нравы, вон там два парня идут, за руку держатся. Куда смотрят полицейские, вообще непонятно. Ну, стопудово так же нельзя делать. Ну, это же вообще, фу, мерзость. Нет, полицейским пофигу. И всем пофигу, смотрите, детям пофиг. Вам не пофиг? Пофиг тоже, да? Всем пофиг. Этот район не только отражает богатую историю Мехико, но и является символом современной толерантности и инклюзивности. В каждом городе есть свои престижные районы. В Москве это Золотая Миля, в Нью-Йорке это Манхэттен, в Мехико это Паланка.
Тут живет, кстати, большое количество евреев, и они, как известно, плохого не выберут. Паланка в Мехико — это мексиканский Беверли-Хиллз с высокой стоимостью аренды, где цены начинаются от $1000 в месяц за комнату. В 1950-х годах район пережил строительный бум, став престижным местом проживания. Здесь расположены культурные центры, музеи, Национальный антропологический музей и музей Самоя, в котором находится более 60 тысяч экспонатов, и это все частная галерея. Паланка в целом отличается чистотой, отсутствием бомжей и хлама, а также наличием мусора на каждом углу, что, кстати, редко можно встретить в Мексике. Выстрелы, эти повреждения, охренеть, вот это классная реклама в Мексике, да? Покупай машину, и тебя, если будут расстреливать, то ты выживешь. Вот так выглядит наша бронированная машина. Городская среда здесь безбарьерная и инклюзивная, без бордюров и с поднятой проезжей частью на уровень пешеходной зоны. В центре классно развитая инфраструктура, потому что есть отдельные дорожки для велосипедистов. Потом, когда подъезжает машина, чтобы обратить внимание, дорога повышается до уровня пешеходов. То есть пешеходам не нужно переступать никакие ступеньки и бордюры, ты просто идешь прямо. А машины должны заехать и служить своеобразным таким барьером типа лежачего полицейского. В районе отсутствует обычный общественный транспорт, его заменили новыми чистыми метробасами. А метро, понятно, что метро в этом районе нет, потому что это район для богатых. Паланка вообще создан для того, чтобы богатые люди чувствовали себя здесь максимально комфортно вдали от простого народа. Знаете, такая витринный район Мексики. Паланка. Основу городского транспорта составляют метробусы, особенно в крупных городах, как Мехико. Метрополитен Мехико один, наверное, из самых загруженных и экономичных в мире. Он предлагает быстрый и доступный способ передвижения по городу всего за 5 песо. Но, как я уже сказал, это необычное метро. Здесь существуют свои отдельные специальные платформы для женщин и детей, а также отдельные вагоны впереди состава. Здесь принято занимать 2 полосы на ступеньках эскалатора. Станции обозначаются пиктограммами, потому что здесь очень много коренных индейцев, кто не умеет читать. Двери открываются на остановках всего на несколько секунд, и можно не успеть войти или выйти в вагон, поэтому нужно максимально быстро забегать, распихивая всех людей. Метро Мехико в целом некрасиво, это просто средство передвижения в городе. Зато поезд приезжает каждые 3 минуты, и здесь есть неплохой Wi-Fi, и он бесплатный. Но самая интересная фишка метро Мехико — это поезда. Они здесь ездят на резиновых колесах. Да, как вагончики в парке аттракционов. Метро при этом тихо, и в нем можно комфортно разговаривать с собеседником. Средний рост мексиканцев 165 сантиметров. И даже я со своим ростом 1,72 м чувствую себя здесь супер высоким. Я вообще на самом деле впервые испытал это чувство, когда ты стоишь в метро и видишь головы всех мексиканцев и начинаешь чувствовать себя каким-то дядей Степой великаном. Идем кататься на метробусе. Да, сегодня у нас метробус. 20 песо. Вот на этой штуке сейчас поедем. Мы можем пропустить, я думаю, да? Он пустой, я вам сказала, суши. Я вам говорила. Да. Видели, он уехал. Так, давай быстрее, заходим. А ну да, ты же будешь сразу самая первая вылетать из этого стекла. Да, я самый первый. Со 2-го этажа. Если перевернется, к 2-му этажу пизда останусь. Так, 2-й этаж. Супер. Ну, Вася, конечно, здесь супер неудобно. Он просто в 3 погибели свернулся со своим ростом. В дополнение к метро существуют также трамвайные линии и канатные дороги. Канатобус, или в простонародье канатная дорога, представляет собой новаторский проект общественного транспорта в Мексике и является первой в стране системой канатных дорог, которая предназначена не только для туризма, но и для повседневного передвижения горожан. Стоимость строительства первой линии составила 1,7 миллиарда песо с сочетанием частных и государственных инвестиций. Канатная дорога — это быстрый, безопасный и удобный вид транспорта, который использует солнечную энергию для своей работы. Длина линии составляет 9 километров и включает в себя 7 станций. Эта линия уникальна тем, что имеет 377 кабин, каждая из которых вмещает до 10 пассажиров и обеспечивает быстрое эффективное соединение между ключевыми точками города. Средняя скорость движения составляет 21 км в час, а время пути занимает около 33 минут. Как добраться? Садитесь на ветку метро какашечного цвета и едете до конечной станции
Индиос-Верде. Там по переходу и указателям до станции конавтобуса маршрут С1. Стоимость проезда всего 7 песо, а впечатлений на всю жизнь. Очень необычно смотреть на город с высоты птичьего полета и при этом быть в безопасности, но если вы только не боитесь высоты. А также курсирует около 60 тысяч такси. Это, кстати, мировой рекорд среди других стран. Еда Мексики заслуживает отдельного ролика про стрит-фуд Мексики. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И заглядывайте в мой телеграм-канал, если хотите идти со мной рука об руку. Теперь давайте проедемся по культу, который существует в Мексике. В Мексике реально развит культ лайма. Он вообще абсолютно везде. Тут чипсы с лаймом, майонез с лаймом, хлеб, шоколад и даже печенье Орео будет с лаймом. Что бы вы ни купили, везде будет лайм. Что точно стоит попробовать в Мексике, так это такосы, буррито и quesadillas. И, конечно же, местный национальный суп позоли. Если, например, в России национальный суп это борщ, в Таиланде это будет том-ям, во Вьетнаме фобо, то в Мексике национальный суп это позоли. Как будто вот попкорн лопнувший. И она довольно-таки густая. В позоли добавляется редиска, лучок, зеленушечка. Можно еще соусы, конечно, все добавить, зеленый либо красный, но мне кажется, что достаточно, она и так острая. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Что-то напоминает фобо, когда ты сам себе опять намешиваешь кучу всего. Паста тесто, это где-то средняя, очень вкусно. А также жареные и маринованные кактусы. Ну, еще можно захватить кузнечиков и скорпионов. И, конечно же, стоит попробовать мексиканские кондитерские изделия. Это такие как флан и чуррос. Также рекомендую посетить обязательно самую старую кондитерскую в Мехико – Эсперанза, чтобы попробовать все сладости в одном месте. И здесь, кстати, самый дешевый и вкусный кофе. Всего лишь 28 песо. Любимый Эсперанза, просто тут рай, не кондитерская. Берете щипчики, берете поднос и идете набирать. Эсперанза продают гробики. Как вы думаете, какой самый потребляемый напиток в Мексике мексиканцами? Нет, это не текила. Это Кока-Кола, которая раньше была вкуснее, чем американская, потому что содержала в своем составе тростниковый сахар. Но в угоду экономии корпорации теперь заменили тростниковый сахар на кукурузный сироп. Теперь эта кола такая же по вкусу, как и все остальные, кроме, конечно, доброй колы. Но вернемся к крепким напиткам. В Мексике существует по меньшей мере 50 различных видов агавы для производства... Нет, не текилы, мескаля. Мескаль — это такой старший брат текилы, и его стали изготавливать на этих землях задолго до напитка, ставшего теперь символом Мексики. Чуть более 77% видов кактусов, растущих в Мексике, являются эндемиками, то есть их нельзя найти ни в одном другом уголке мира. Здесь кактусы едят, жарят, маринуют. Ёпочки. Ну вот тут явно резались, убивались, калечились. Все кактусы в одном месте, примерно что произойдет во Флоре в Мексике, можно посмотреть в бесплатном зоопарке в Чапультепеке. У меня такой алоэ рос на подоконнике в школе. Это будет ваша, конечно, проблема, но это, конечно, охренеть на такую штуку налететь. Мексика занимает 4-е место в мире по биологическому разнообразию. На ее территории можно обнаружить более 200 тысяч различных видов, что по разным примерным оценкам составляет от 10 до 12% живых существ, известных миру. Мексиканский тарантул, то есть вот эта херотовина может сидеть вот в таком кипарисе или... Нет. Where are you from? Thank you. Bye-bye. Теотиуакан – это заброшенный город в Мексике, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико. Один из самых старых и крупных загадочных городов западного полушария. Дорога до Теотиуакана занимает порядка часа. Вам необходимо приехать на северный автовокзал города Мехико и купить билет туда и обратно всего лишь за 120 песо. По дороге вы можете увидеть, как живут настоящие мексиканцы и посмотреть на канатные дороги. И если у вас будет желание, то вы можете вернуться сюда и отдельно прокатиться на канатной дороге. Билет в сам парк стоит
90 песо. Но если вы, как и я, человек-киборг, то вам это пойдется абсолютно бесплатно. Город богов, так называли его ацтеки. Он хранил множество неразгаданных тайн и загадок. Согласно преданиям индейских старейшин, после потопа в Теотиуакан вернулись боги, чтобы повторно создать мир и запустить Луну и Солнце. Рассвет Теотиуакана приходится предположительно на 300 лет до нашей эры. Стою, смотрю на эту пирамиду, и в голове только возникает одна мысль, что на этих пирамидах процветало человеческое жертвоприношение. То есть эти все пирамиды были обогрены человеческой кровью. Представьте себе, стоит какой-то вождь для того, чтобы солнце опять зашло и стало тепло. Он просто делает приношение богу солнца, и твоя голова вот так вот катится по ступенькам вниз. Хороший, большой, развитый город. Здесь жило порядка до 200 тысяч человек, но все они любили смотреть на жертвоприношения. На территории Теотиуакана находятся 3 больших пирамиды. Пирамида Солнца, пирамида Луны и пирамида Кецалькоатля. От пирамиды Кецалькоатля к пирамиде Луны ведет так называемая Дорога мертвых. Ее длина составляет 5 километров, а ширина 40 метров. Дорога мертвых направлена не строго на север, а отклоняется на 15,5 градусов на восток. Если посмотреть на глобус, то можно увидеть, что продолжение оси привязки Теотиуакана приводит нас именно в ту область, где предположительно ранее, до потопа, находился Северный полюс. А если учитывать привязку пирамиды Гизы к современному Северному полюсу и проследить явную связь двух комплексов, можно выстроить гипотезу, что Теотиуакан был ориентирован на допотопный Северный полюс. Тут сразу напрашивается смелое предположение, что строительство комплекса в Теотиуакане осуществлялось перед потопом. А по этой ссылке вы можете посмотреть мое путешествие на атомном ледоколе на современный Северный полюс. В пирамиде Солнца при раскопках были обнаружены подземные помещения. Их пол вымощен из толстых пластин слюды и залит бетоном. Слюда – одна из разновидностей кремния, которая не пропускает воду, тепло и электрический ток. Слюда используется в качестве изолирующего слоя в различных химических процессах, а также в электрических и электронных устройствах. В последние годы этот материал, кстати, нашел большое применение в ядерных и космических технологиях. Но что интересно, что в местности, где расположен Теотиуакан, вообще нет залежей слюды. И напрашивается вопрос, что это такое? Большая солнечная батарея и для чего она была создана? Все эти вопросы, к сожалению, остаются загадкой. И бетон 300 лет до нашей эры. Вы представляете, 300 лет до нашей эры уже был бетон у них. Стоит ли посещать Мексику? Определенно да. Это новый свет, в котором собрана культура всей эпохи империи конкистадоров и новых людей. Я продолжаю изучать Мехико и ждать своей даты на переход границы по CBP. Мне ожидать еще порядка 100 дней. О, великий вождь, пошли мне аппоинтмент в CBP-1 завтра, пожалуйста. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал и инстаграм. Там я больше всего рассказываю про жизнь, блог, маркетинг и надеюсь, что в скором времени я начну рассказывать про адаптацию в США. Ну а пока Мексика. С вами был Илья Киборг. Увидимся в светлом кибербудущем. Пока-пока. Но раз вы не ушли, то вы можете посмотреть видео вот по этой ссылке или вот по этой ссылке. Выбирайте. 2 этих видео мне очень нравятся и рекомендую вам их посмотреть.